Привет! Это третье видео по основам After Effects. Если ты пропустил предыдущие части, обязательно вернись к ним, особенно ко второй, где мы подробно разобрали основы анимации, ключевые кадры, типы движения и графики. Это фундаментально важно. А сегодня время применить все это на практике. Мы сделаем простую, но аккуратную анимацию плашки с логотипом и текстом, а в конце настроим и запустим рендер финального видео. Поехали! Итак, перейдем к анимации плашки. Для этого импортируем нужные нам файлы. Создадим новую композицию. Для этого я выделю файл и перетащу его на иконку композиции. After Effects автоматически создал композицию с характеристиками данного файла. Давайте заанимируем появление плашки с названием телеграм-канала. Для этого создадим новый shape. Важно, чтобы при создании шейпа у вас не был выбран какой-либо слой, потому что если будет выбран слой и вы начнете создавать шейп, то у вас вместо шейпа создастся просто маска и отрежет часть слоя. Я нажму Ctrl-Z, отменю это действие. Чтобы этого не происходило, нам необходимо снять выделение слоя, кликнув мышкой вот сюда. И теперь мы можем рисовать нужный нам шейп. Я включу отображение сетки для того, чтобы задать положение нашей плашки. Сделаю ее вот таким размером. Изменим ее цвет. Сделать это можно вот в этом окне. Поставим белый. Отлично, мы создали шейп. Теперь создадим текст, который мы будем анимировать. Для этого мы перейдем в панель Tools и выберем инструмент для работы с текстом. Нажмем левой кнопкой мыши, напечатаем нужный нам текст. Переместить данный текст можно, выбрав инструмент Selection Tool, либо нажав горячую клавишу V и перетащив его туда, куда нам нужно. Также нам необходимо изменить цвет данного текста. Для этого мы перейдем в правую панель и найдем здесь панельку с названием Character. Это панель для работы с текстом. Здесь мы убедимся, чтобы у нас был выбран слой. И в данном окне мы поменяем цвет текста на черный. Окей. Отлично, у нас есть текст и плашка. В этом окне вы можете изменять размеры текста, его шрифт. Но я менять ничего не буду. Нажму Ctrl-Z, верну к предыдущим параметрам. Я немного увеличу его, чтобы он у нас был более под размер плашки. И, наверное, сделаю его чуть жирнее. Semi-bold. Теперь нам необходимо проанимировать нашу плашку. Текст мы пока отключим, сделать это можно, нажав на этот глазик на слое. Выберем плашку. Я хочу проанимировать плашку по масштабу. Для этого мы откроем наши свойства, Transform и выберем параметр Scale. Либо сделать это можно, нажав горячую клавишу S и появится параметр Scale. Если мы сейчас начнем менять масштаб, то мы увидим, как плашка появляется из центра вот этой точки, из центра Anchor Point. Я хочу, чтобы наша плашка появлялась слева направо. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо переместить Anchor Point в левую часть плашки. Сделать это можно, выбрав инструмент Anchor Point на верхней панели Tools, либо нажав горячую клавишу Y. И с зажатым Ctrl мы перетягиваем наш Anchor Point сюда. Он автоматически магнитится вот к этим точкам. Когда мы подносим его сюда с зажатым Ctrl. Отлично, мы переместили Anchor Point в нужное нам место. Далее мы включим обратно инструмент Selection Tool, нажав горячую клавишу V. И проанимируем нашу плашку. Например, я хочу, чтобы анимация плашки началась с первой секунды. Я ставлю ползунок на первую секунду, перехожу в параметр Scale. Снимаю данный замочек, чтобы отменить пропорциональное изменение размера. Включаю часики, ставлю наш ключ на первой секунде и изменяю параметры по оси X на 0. Таким образом наша плашка исчезла. Я хочу, например, чтобы наша анимация длилась 1 секунду. Для этого я перейду на вторую секунду и здесь верну параметр на значение 100. Тем самым наша плашка появляется вот таким образом. Отлично. Я хочу, чтобы наша плашка была с правой стороны экрана. Для этого я включу текст, выберу текст и с зажатым шифтом выберу второй слой. И зажав левой кнопкой мыши, перетащу наши слои в правую часть экрана. При этом я зажму Shift для того, чтобы перемещение происходило строго по горизонтальной оси. И поставлю нашу плашку вот так. Снова отключу текст. Вот так выглядит наша анимация. Я хочу сделать ее более плавной. Для этого я выберу оба наших ключа. Нажму горячую клавишу F9, задав таким образом тип движения Easy Ease. Перейду в Graph Editor. Выделю здесь оба ключика и немного сдвину вот эти усики. Подтяну их к центру. Посмотрим, что произошло с нашей анимацией. Выглядит уже более интересно.
Для того, чтобы не проигрывалась лишняя часть видео, я ограничу область просмотра. Сделать это можно, переместив вот эти ползунки и с этой стороны. Также это можно сделать горячими клавишами. Я, например, наведу ползунок сюда и нажму клавишу B. Он автоматически передвинется. Также я перейду сюда и нажму горячую клавишу N. Таким образом мы ограничили. Теперь наша анимация происходит в пределах данного отрезка. Отлично, давайте теперь проанимируем появление нашего текста. Для этого я перейду на конечный кадр анимации, включу наш текст. Появление текста я хочу проанимировать по прозрачности. Для этого я выделю наш слой с текстом, нажму горячую клавишу T, откроется параметр прозрачности. Здесь я поставлю ключик, так как хочу, чтобы в данный момент времени наша прозрачность была 100%. Перейду на середину нашей анимации и поставлю значение 0. Таким образом, когда наша плашка уже появится наполовину, начнет появляться текст. Если мы поставим ключ в начало, то текст будет появляться слишком рано. На данном видео здесь темный фон, это не так явно, но если это было бы на светлом фоне, то его было бы видно там. Выглядело бы не очень красиво. Я передвину сюда. Также выделю оба ключа, нажму F9. Менять график не буду, пусть будет Easy Ease по умолчанию. Таким образом выглядит наша анимация на данный момент. Далее я хочу добавить и проанимировать логотип. Для этого я найду его в наших файлах. Вот он, перетащу его на таймлинию, в самый верх. У нас появляется наш логотип. Мы видим, что Anchor Point находится у него не совсем в центре. Переместим его в центр данного круга. Для этого мы снова выберем Anchor Point Tool. И поставим его примерно в центр. Отлично. Переставим наш логотип вот сюда. Раскроем у него параметр масштаба S-Scale и уменьшим его. Сделаю его еще немного меньше. Пусть будет вот таким. Поставлю его в эту позицию и проанимирую его появление по масштабу. Для этого я перейду в начало нашей анимации. Включу часики. Запомню, что у меня здесь 49%. Поставлю значение 0. Перейду на 10 кадров вперед. Для этого я зажму Shift и нажму Page Down. И также еще нажму 3 раза Page Down, отсчитав еще 3 кадра. В общем будет 13 кадров. Поставлю здесь значение 49. Я пока отключу слой с текстом и плашку, чтобы сконцентрироваться на логотипе. Посмотрим, как у нас появляется логотип. Сделаем эту анимацию более интересной. Для этого мы перейдем на 3 кадра назад. И в этом месте сделаем значение масштаба, пусть будет 53. Выделим все ключи, нажмем F9. Посмотрим нашу анимацию. Теперь наш логотип появляется, становится чуть больше, чем нам надо, и возвращается к своему исходному размеру. Происходит некий такой эффект пружинки. Анимация выглядит более естественно. Я могу увеличить этот параметр, чтобы продемонстрировать его лучше. Давайте поставим 56%. Вот, оставим вот так, пусть будет. Теперь нам необходимо синхронизировать появление плашки и логотипа. Для этого мы включим обратно текстовый слой, плашку и посмотрим, как вначале происходит наша анимация. То есть появляется логотип и в этот же момент появляется плашка. И они как бы находятся по отдельности друг от друга. Я хочу, чтобы плашка выезжала из логотипа в момент, когда он будет уже вот такого размера. Для этого я перейду в начало появления плашки, когда она начинает появляться. И выделю эти все ключи и зажатой кнопкой мыши буду перетягивать их влево. До того момента, пока наш логотип не перекроет эту плашку. Вот таким образом, я думаю, будет достаточно. Я включу полное качество, чтобы было видно лучше. Нет, еще на 1 кадр назад, потому что мы видим, вот здесь выступает немного края плашки видно. Посмотрим, что получилось. Да, надо передвинуть. Вот, теперь отлично. Таким образом мы создали вот такую простенькую анимацию. Что можно сделать, чтобы она выглядела чуточку лучше? Во-первых, мне не нравятся вот эти прямые углы на нашей плашке. Давайте зададим им скругление. Для этого мы выберем слой с нашим шейпом, откроем его свойства, перейдем в параметр Contents, Rectangle, откроем значение Rectangle Path и зададим здесь скругление Roundness. Поставим его примерно, пусть будет 15.
Теперь наша плашка выглядит вот так. Также, если мы посмотрим, то в момент, когда появляется плашка, она остается статичной. Давайте исправим эту ситуацию, добавив немного движения ей после появления. Для этого мы создадим нулевой объект правой кнопкой мыши New Null Object. Это некая пустышка, которой мы можем задать какие-либо свойства. Пусть она остается в центре, на данный момент это не важно ее положение. Мы выделим 3 наших слоя, то есть это плашка, текст и логотип. И через вот это лассо привяжем ее к нулевому объекту вот таким образом, перетянем. Все, теперь если мы будем изменять какие-либо параметры у нашего нулевого объекта, то это изменение будет передаваться на наши зависимые объекты. Например, если мы будем изменять позицию, то и плашка будет двигаться вместе за нулевым объектом. В данный момент я изменяю позицию именно у нулевого объекта. Я не трогаю нашу плашку, двигаю вот таким образом. Сброшу. Если я начну изменять вращение, также будет вращаться плашка. Заметьте, что она будет вращаться вокруг анкор-поинта нулевого объекта. Либо если я начну изменять масштаб, также будет меняться масштаб и у нашей плашки. Также относительно анкор-поинта нулевого объекта и так далее. Я сброшу данное значение. Для того, чтобы проанимировать легкое движение нашей плашки, мы перейдем в параметр Position у анкор-поинта, зажмем Alt и нажмем на часики. У нас откроется вот такая строка, где мы сможем задать выражение. Это отдельная тема для урока, пока мы в это вникать не будем. Пропишем простое выражение wiggle. Оно позволяет задать хаотичное движение нашему объекту. Если мы начнем печатать wiggle, то мы увидим здесь список, и мы сможем выбрать этот параметр, здесь нажав кнопку Enter. Далее в скобках нам необходимо указать 2 параметра. Первый параметр означает частоту нашего движения, пусть будет 2. И через запятую мы ставим второй параметр, который означает амплитуду нашего движения. Давайте поставим 5. То есть 2 раза в секунду будет происходить перемещение нашего объекта на 5 пикселей в ту или иную сторону хаотично. Это рандомное движение. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я нажму на наш слой, перейду в начало анимации и нажму пробел. Вот мы видим, такое колыхание у этой плашки происходит. Итак, с анимацией мы закончили. Теперь нам остается сделать рендер проекта и сохранить наше видео. Сделать это можно 2 способами. С помощью стороннего софта Media Encoder и с помощью встроенной функции After Effects. Media Encoder мы разбирать не будем, сделаем это с помощью After Effects. Для этого нам необходимо задать область для нашего рендера. Я перетащу данный ползунок в начало композиции. Например, я хочу, чтобы наше видео длилось 6 секунд. Для этого я переставлю тайм-индикатор на 6-ю секунду и нажму горячую клавишу N для того, чтобы переместить нашу рабочую зону к этой отметке. Так мы обозначили After Effects, какой фрагмент видео мы хотим отрендерить. Далее нажимаем Ctrl-M и открывается окно рендера. Здесь мы задаем качество нашего файла и место, куда мы его будем сохранять. Давайте зададим качество. Выберем формат нашего файла. Я выбираю кодек H264. В более ранних версиях After Effects до 2023 года данный кодек отсутствует по умолчанию. Чтобы отрендерить в этом кодеке, необходимо использовать Media Encoder, либо устанавливать сторонний плагин Vucoder. Я выбираю этот кодек. Здесь мы можем задать дополнительные параметры для нашего вывода. Нас интересует битрейт, ставим 10 мегабит в секунду и задаем значение переменной битрейт 1 проход. Разбирать, что это такое, мы пока не будем, это тема для отдельного урока. Нажимаем ОК. Здесь проверяем, чтобы были все те же параметры и нажимаем ОК. Далее зададим место, куда мы будем сохранять наш файл. Я выберу папку со своим проектом, назову его Telegram Video, сохранить. И далее я нажимаю кнопку рендер. Происходит рендер. Все, наше видео отрендерилось. Откроем папку, куда мы сохранили файл, и посмотрим наше готовое видео. Готово. Мы сделали простую, но аккуратную анимацию плашки с логотипом и сделали финальный рендер. Если ты прошел все 3 части, респект. Если видео было полезным, ставь лайк, пиши комментарий, чтобы поделиться своими впечатлениями или вопросами. И не забудь подписаться на канал. Впереди будет еще много интересного по анимации. А если хочешь еще больше полезных материалов по моушену, загляни в мой телеграм-канал, ссылка в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.